Всем привет! С вами Анастасия, канал Авелия Стайл. Сегодня хочу рассказать вам, как я провела апгрейд данного комплекта. Не так давно я делала вот этот комплект. Он сделан из пуговиц, таких сатиновых. Это не совсем перламутр, но тоже очень красиво выглядит. В общем, мне очень не нравилось, что они такие крупные, и по бокам торчит фетр. Задняя сторона тоже мне не нравилась, потому что, во-первых, это низкое качество гвоздиков, и во-вторых, очень ненадежно и неустойчиво они сидели на ушах. Сама идея комплекта мне очень нравилась. А, Затем я с Алишки заказала вот такие швензы. Мне они очень понравились. Очень хорошо их использовать на плотно прилегающие серьги и использовать как гвоздики. Приятные, в общем, швензы. Сначала я думала, что вот эти переделаю, но решила отложить. В общем, и тут мне пришел заказ на кольцо с содолитом вот в подобной технике. То есть человеку очень понравилось вот такое колечко, и он решил заказать мне с камнем. Я уже кольцо сделала и отдала заказчице. Ставлю видео, оставшееся от кольца, и покажу вам. В общем, суть в чем. До этого я сначала пришивала стразовую цепочку, потом вырезала и уже потом делала обшивку. В этот раз я решила сначала сделать обшивку, а потом пришить стразовую цепочку поверх бисера, который делает обшивной край. Это был своего рода эксперимент. Ну, в общем, я считаю, что эксперимент удался. Заказчица была довольна, когда получила кольцо. Надеюсь, она его усиленно носит. Надеюсь, все украшения мои носятся. В общем, и после этого кольца я решила обновить и свой комплект таким образом. Вот так теперь выглядит кольцо. То есть вот если смотреть и сравнивать, то оно стало более компактное. Уже не видно фетра, потому что стразовая цепочка прикрывает фетр. Не знаю, более аккуратно, что ли, выглядит это кольцо. Мне, в общем, больше понравился вот новый вариант. И я теперь все украшения делаю таким образом. Сначала обшиваю, а потом поверх вот этого ряда обшивного бисера пришиваю стразовую цепочку. Не могу сказать, что это не трудозатратно. У меня нитка, первый раз у меня нитка постоянно рвалась и цеплялась за стразовую цепочку. Вот, но считаю, что все получилось шикарно. Кольцо выглядит аккуратно и компактно, намного лучше предыдущего варианта, не такое громоздкое. И, в общем, я не знаю, мне очень нравится. Я считаю, что апгрейд прошел просто шикарно. В общем, вот так выглядят теперь мои любимые серьги. Я их ношу просто не переставая. Готова одевать каждый день. Мне они очень нравятся.
Это если сравнить, раньше серьга выглядела вот так, а теперь она выглядит таким образом. Вот. Я считаю, что просто теперь они выглядят просто идеально. Нет уже вот этой фетровой окантовки, ее не видно. Теперь серьга выглядит аккуратно, миниатюрно. Я считаю, что все удалось. Вот такой аккуратный задник у серьги, ну, в отличие от предыдущего. А вот эти серьги, как тестовый вариант, они тоже хороши. Но я думаю, что я их переделаю, разберу и сделаю тоже вот в таком варианте. Может быть, выставлю на продажу. Пока не знаю. Пока они ждут своего часа переделки, когда вдохновение наконец нахлынет, и я возьмусь за них. Кулон я думаю, что переделать не буду. Он и так хорош и хорошо гармонирует с новым вариантом серег. Мне очень нравится. В общем, комплект просто, я не знаю, я в восторге от этого комплекта. И теперь он стал еще намного лучше выглядеть. Я ношу его каждый день, и все обращают внимание. Я когда в Леонардо захожу, я им рассказала, как я использую их пуговицы. И они, конечно, обращают внимание, говорят, что вам сегодня показать новые пуговицы. И я говорю, конечно, покажите. Вот. Комплект очень празднично выглядит, но я ношу его каждый день. Мне он очень нравится. Так, еще хотела показать вам новый мой эксперимент. После серег я еще сделала вот такое кольцо зеленое. На самом деле материалы здесь очень простые. Здесь стеклянный кабошон, причем кабошон с голубым подтоном. Просто он лежит на желтом фетре. И желтый фетр за счет прозрачности кабошона делает его вот таким зеленоватым. Вот. Таким же образом я обшила край зеленой окантовкой. Не стала делать украшения вот по краям, как здесь по одной бисеринке. Решила, что не стоит. И сделала просто пришила желтую стразовую цепочку таким образом. Это кольцо мне тоже очень нравится. Единственное, что здесь на задник я решила взять вот такую очень-очень плотную кожу, натуральную. И проблема в том, что проблема не в самой коже. Я думала, что таким образом я укреплю кольцо. В общем-то, что и получилось. Но нужно было, конечно, фетровой стороной пришивать. А я пришила гладкой. И за счет этого стало видно нитки. То есть, ну, вот тут очень аккуратно и почти не видно ниток, которыми я пришивала вот эту стразовую цепочку. Вот. Но если не приглядываться, то их вообще не видно. Вот. А здесь я пришила гладкой стороной, и нитки стало очень видно. Поэтому я просто их закрасила черной краской и покрыла лаком. Нет, кольцо, я не знаю, это надо недюжинную силу иметь, чтобы его вырвать отсюда. Оно настолько крепкое, что не знаю, каким образом его можно отсюда вырвать.
Но вот сам задник, он выглядит не очень эстетично. И это, конечно, большой промах. Видны нитки, хоть они и такого же темного цвета за счет того, что я их покрасила. Но, в общем, это, конечно, промах. В следующий раз я буду фетровую основу использовать. Вот. Но вот лицевая сторона, конечно, у кольца изумительная. Оно такое нежно-зеленого цвета с желтым краем. Я здесь использовала разный бисер. Здесь и гамма, и миюки. Вот этот вот такой бензиново-зеленый бисер, очень красивый. И золотой бисер. Ну и основа такой темно-зеленый бисер. Кольцо тоже очень красивое. Хорошо смотрится. Оно интересно. Как будто, ну, оно такой, кабошон такой прозрачный, интересный. То есть, ну, мне кажется, кольцо тоже шикарное. Я пока не знаю, что с ним буду делать. Вставлять на продажу, ну, может быть, подарю кому-нибудь. Потому что продавать с недостатками, наверное, не стоит. В общем, напишите, что вы думаете по этому поводу. Стали бы вы выставлять такой на продажу? Вот. Но в целом я радуюсь. Мой скилл вышивания растет. Я, как это называется, подняла свой скилл вышивания, наверное, так сказать. Потому что мои работы становятся все лучше и лучше. Ну а этот комплект пока идет в коробочку ожидания своей переделки. Еще хочу поделиться своими находками. Вот такое разнообразие у меня сейчас этих сатиновых пуговиц. Я планирую сделать еще серьги вот с синим цветом и вот такие ярко-красные. Мне кажется, что они будут просто изумительные. Вот еще есть розовый и голубой. Я считаю, что недорогие такие материалы использовать, это вот самое то. Я считаю, что эти пуговицы просто находка. И советую вам тоже попробовать. Еще я ездила на барахолку в прошлые выходные и нашла кое-что интересное. Так, эти камушки уже давно у меня. Вот такие стеклянные кабошоны я нашла на барахолке. В общем, вот такие кабошончики стеклянные я нашла на барахолке, где в месте, где были такие стеклянные шарики, и вот там тоже были вот такие кабошоны. Там же, в общем-то, там же я вот и этот кабошон нашла. То есть это из той же серии. Вот. Он тоже был оттуда. Он такой шероховатый. Ну, просто он был первый, кто решился на реализацию. И вот такие кабошончики, я считаю, можно использовать тоже для серег или для колец. Смотрите, какие шикарные стеклянные кабошончики. Это типа шариков в аквариум, наверное. Или что-то типа того. Вот красненький тоже шикарный. В общем, в нашем деле можно использовать все. И я думаю, что это тоже отличная находка.
Вот с этими камушками я пока не знаю, что можно сделать. Вот это очень толстый камень, и как-то он тяжеловат для украшения. Есть еще вот такой камушек, но он без отверстий и в кабошоны не годится. Пока не знаю, может быть, куда-нибудь их применю. В общем, вот с такими находками я сегодня к вам. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что заглянули на канал. Приходите еще. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это очень поможет каналу. А также вдохновляйтесь. Давайте создавать красоту вместе. Всем вдохновения и творческих успехов. Всем всего хорошего. Всем пока.